Когда мы говорим «диабет», мы, как правило, имеем в виду сахарный диабет. В принципе, есть еще не сахарный диабет. Совершенно другое, тоже опасное, но гораздо более редкое состояние, о котором мы почти никогда не слышим. Диабет, о котором все сейчас говорят и который приобрел в последние десятилетия размах эпидемии, это сахарный диабет, связанный с отсутствием, недостаточностью или неэффективностью гормона инсулина в организме. Вообще диабет – это не одно заболевание, как корь или ветрянка. Это целый ряд расстройств метаболизма разной этиологии, то есть разного происхождения. Но все они приводят к одному устойчивому болезненному состоянию с характерной симптоматикой. Этот набор симптомов врачи начали различать у пациентов давным-давно, со времен Древнего Египта и аюрведы. Во II веке нашей эры Аритей Каппадокийский, выдающийся врач, живший в древнеримской на тот момент Александрии, первым использовал для описания этого синдрома греческий термин «диабет», происходящий от слова «диабейну» – «проливаться насквозь», потому что пациенты теряли способность задерживать в организме жидкость. Все, что они выпивали, немедленно изливалось в форме мочи, которая становилась сладкой, как мед. Сахарный диабет бывает, в свою очередь, двух типов. Первого, раньше его еще называли детским диабетом, и второго, диабет взрослых. На деле и тот, и другой могут проявиться в любом возрасте. Два типа диабета значительно различаются по своим причинам, но их роднит результат. Сахар, точнее глюкоза, которую мы получаем из пищи, не усваивается организмом, проходит насквозь и выходит с мочой, делая ее в прямом смысле слова сладкой. И да, в средние века героические диагносты пробовали мочу пациентов на вкус. Почему это так опасно – потерять способность усваивать глюкозу? Вы наверняка 100 раз слышали, что сахар – это энергия. И энергия нужна организму не только на то, чтобы бегать, прыгать и скакать. Почти 25% этой энергии потребляет мозг на передачу нервных импульсов. Даже когда вы лежите пластом и ничего не делаете, он поддерживает ваш дыхательный и сердечный ритм, поддерживает температуру тела. Ваши клетки используют энергию, чтобы строить белки, исправлять повреждения, бороться с инфекциями. Даже на пищеварение нужна энергия. Чтобы получать из пищи энергию, нужно сначала какую-то энергию потратить. И не усваивая из пищи глюкозу, человек оказывается в огромном энергодефиците. Даже если больной диабетом продолжает нормально питаться, его клетки начинают вести себя так, как будто они голодают. Они начинают усиленно расщеплять жиры, чтобы получить энергию из них. При этом в кровь вырабатываются побочные продукты, кетоны. Еще одно модное слово. До какого-то уровня это допустимо, это нормальная адаптация. Но в большом количестве кетоны – это яд. Кроме того, глюкоза обладает свойством притягивать воду. И когда она выходит с мочой, она прихватывает с собой большое количество жидкости. Организм постоянно обезвоживается и теряет необходимые соли, наши любимые электролиты, без которых невозможно проведение нервных импульсов и сокращение мышц, в том числе сердечной. Если у человека вообще перестал вырабатываться инсулин, это диабет первого типа, то без лечения катастрофические изменения в организме накапливаются быстро. Буквально за несколько месяцев больной превращается в ходячий скелет. Да и не очень-то ходячий, потому что у него совершенно нет сил. Сколько бы он ни ел, его клетки живут в условиях жестокого голодания. Жидкость не задерживается в тканях, кровь становится густой и
кислой от кетонов. Начинается системный коллапс, все перестает работать, человек впадает в кому, и через 1-2 дня прекращается работа сердца и останавливается дыхание. В подавляющем большинстве случаев диабет первого типа развивается у детей. И это был смертный приговор. Его диагностировали довольно уверенно. Это неутолимая жажда, огромное количество мочи, такой сладкой, что на ее запах слетались пчелы. Стремительное исхудание, потеря энергии, слабость, кома и смерть. У взрослых, толстых и малоподвижных, тоже иногда начиналось избыточное мочеиспускание, сахар в моче и слабость. Но они деградировали не так стремительно, как худенькие дети. У них начинало барахлить сердце, развивались бесконечные инфекции, портилось зрение, незначительные ранки приводили к гангрене. Но если такой пациент брал себя в руки, переставал есть сладости и мучное, переставал пить пиво, начинал упражняться, помногу ходить по своему поместью, скидывал вес, он мог прожить довольно долго. Это был диабет второго типа. Именно о нем говорят сейчас, когда упоминают эпидемию диабета. В переносном смысле слова, разумеется. Частота случаев появления диабета второго типа за последние несколько десятилетий удвоилась. Этот рост связан с урбанизацией, с ожирением и малоподвижностью современного населения. Количество людей с диабетом первого типа тоже растет, но по другой причине. Они стали выживать. Раньше больные с диабетом первого типа просто не накапливались, потому что умирали через год, максимум 3. А сейчас они продолжают жить нормальной жизнью, столько же, сколько они бы жили без диабета, потому что есть инсулин. Изобретение инсулиновой терапии оказало совершенно волшебное влияние именно на прогноз диабета первого типа. И далее в течение этой лекции я буду по преимуществу говорить именно о нем. О том, как в январе 1922 года обреченные дети начали воскресать на глазах у отчаявшихся родителей. Я объясню, что для этого сделал очкарик с фотографией на заставке. Кажется, первый канадец за 4 года существования моего канала. Фредерик Бантинг из Онтарио. Наш герой был младшим из 5 детей зажиточного фермера. Он вырос в хорошей семье, и его детство было в целом благополучным. Но поскольку он был самым младшим и застенчивым от природы, ему в школе доставалось. У него также были большие трудности с правописанием. Такие большие, что он чуть не бросил школу. Его учитель впоследствии вспоминал, что он бы никогда не подумал, что из Фредерика Бантинга выйдет какой-нибудь толк. Тем не менее, Фред потратит средства, выделенные отцом каждому сыну по достижении 21 года, на дальнейшее образование. Его братья купили себе фермы, а Фред поступил в университет Торонто на гуманитарный факультет, где он завалил первый же год. Но он не отчаялся и поступил на медицинский. Без языковых курсов его оценки сразу стали лучше. В начале Первой мировой войны Фред, как и большинство канадских юношей, попытался пойти добровольцем на фронт, но его забраковали по причине плохого зрения. Однако он в конце концов попадет на фронт, но уже лейтенантом медицинской службы. Университет ускорил выпуск студентов-медиков, и в 1917-м Бантинг отправляется сначала в Великобританию, а потом его перебросят во Францию. Он увидит битву при Амьене. Он будет спасать раненых на передовой. В конце концов, он будет ранен осколком разорвавшегося снаряда, и его демобилизуют. Бантинг был награжден военным крестом за исключительную храбрость при оказании помощи раненым под огнем. Фред вернулся в Канаду, получил врачебную лицензию и открыл собственную медицинскую практику в небольшом городе Лондон в Онтарио. Коммерчески его практика не была очень успешной, и поэтому ему пришлось подрабатывать, давая лекции в университете.
И вот как раз, когда он готовился к очередной лекции о диабете и о роли поджелудочной железы в его развитии, ему и пришла в голову его знаменитая идея. Но чтобы понять эту идею, нам снова придется вернуться к медицинской теории и истории. Великие прорывы в истории медицины, особенно в 20 веке, не происходили, разумеется, с нуля. Работа Бантинга являлась результатом длительной эволюции идей. Очень долго считалось, что диабет – это болезнь почек, потому что наиболее яркий симптом – изменения в мочеиспускании. Логично. В 1788 году некий Томас Коули описал в медицинском журнале свое вскрытие пациента с диабетом, во время которого он обнаружил очевидные повреждения в поджелудочной железе. И Коули первым предположил, что, может быть, диабет связан с поджелудочной, но его идея не была оценена еще лет 100. В течение этих 100 лет периодически при вскрытии врачи обнаруживали, что у людей, скончавшихся от диабета, поджелудочная была в плохом состоянии. Но только в 1889 году Йосеф фон Меринг и Оскар Минковский проведут принципиальный эксперимент. Они удалят поджелудочную железу у собаки и продемонстрируют, что это вызывает диабет. А возвращение ее назад диабет излечивает. А значит, все дело в поджелудочной. Ее, как тогда выражались, внутренней секрецией. Сейчас мы знаем, что поджелудочная железа вырабатывает специальный гормон – инсулин. Инсулин позволяет глюкозе, плавающей у нас в крови, войти в клетки. Это как ключ, который открывает дверь клетки и впускает туда глюкозу. Если по какой-то причине инсулин перестает вырабатываться, глюкоза не может войти в клетки и пролетает насквозь. Или если что-то случается, так сказать, с механизмом дверей. Это случай диабета 2 типа. Клетки на инсулин слабо реагируют, и глюкоза очень плохо усваивается, и большая ее часть, опять же, пролетает насквозь. Инсулин вырабатывается в специальных клетках поджелудочной железы. Еще в 1869 году, за 20 лет до эксперимента Меринга-Минковского, 22-летний берлинский студент Пауль Лангерганс обнаружит островки светлых клеток, рассредоточенные по всей поджелудочной, которые окрашиваются иначе, чем окружающая ткань. Он предположит, что, наверное, эти специфические клетки имеют какую-то важную функцию, но какую он не знает. Спустя 20 лет француз Эдуар Лагес назовет эти клеточные скопления островками Лангерганса и предположит, что именно они вырабатывают тот важный секрет, играющий такую принципиальную роль в метаболизме. Наконец, в 1901 году был сделан решающий шаг. Американский патолог Юджин Опи, который вообще-то занимался туберкулезом, но он именно искал причины болезней на уровне разрушения клеток. Он показал, что сахарный диабет возникает не просто при повреждении поджелудочной, а только когда островки Лангерганса частично или полностью разрушены. Потому что именно они вырабатывают инсулин. Слово «инсулин» еще не придумали. Но теперь врачи уже хорошо понимали механизм возникновения диабета 1 типа. Если что-то не в порядке не просто с поджелудочной железой, но именно с островками Лангерганса, больной теряет способность усваивать сахара. К сожалению, это понимание не продвинуло ни на йоту лечения болезни. К началу 20 века были брошены огромные интеллектуальные силы на поиски лекарства от диабета 1 типа. Потому что это была страшная болезнь. Совершенно здоровый ребенок мог ни с того ни с сего вдруг стать каким-то вялым, начинал непрерывно пить, непрерывно бегать в туалет. Он стремительно худел и слабел, буквально за несколько месяцев превращался в скелет, неспособный встать с кровати, чтобы в конце концов впасть в кому и умереть. При этом врачи уверенно его диагностировали еще на ранних стадиях, но не могли ничего сделать. Единственным, с позволения сказать, лечением была диета.
Поскольку диабет второго типа у взрослых достаточно успешно контролировался изменением питания и образа жизни, то пытались лечить диетой и диабет первого типа. Было очевидно, что человек не усваивает сахар. Поэтому сначала больных пытались усиленно кормить сахаром, что неожиданно убивало их еще быстрее от усиливающегося обезвоживания. Затем попытались заменить сахар жирами и держать диабетиков на диете с усиленным употреблением жиров, чтобы он мог получать энергию из липидов. Но это тоже вело к печальным последствиям, потому что, как я уже упоминала, это приводило к усиленному выделению кетонов и отравлению кетонами. Наконец, американский врач Фредерик Аллен изобрел свою печально известную диету для диабетиков, которая фактически заключалась в голодании. Парадоксально, но если диабетика посадить на абсолютный минимум еды, то развитие симптомов замедлялось. Чем меньше человек ест, тем меньше в крови кетонов, тем медленнее он обезвоживается. Он просто медленно умирает от истощения. Медленнее, чем от диабета. Диета Аллена давала пациенту несколько дополнительных месяцев жизни, иногда целых 2 года. При этом это была совершенно чудовищная мера, потому что больного держали на приблизительно 400 килокалориях в день. Справедливости ради нужно сказать, что среди первых пациентов, дотянувших до изобретения инсулина, были дети на диете Аллена. 12-летняя Элизабет Хьюз весила 20 килограмм, когда начала принимать инсулин. 5-летний Тедди Райдер весил 12,5 килограмм. И они дотянули, выжили, выздоровели и прожили долгую жизнь. Но все, кто был до них, умерли. Возникает естественный вопрос. Если к началу 20 века ученые так хорошо понимали, почему развивается диабет, что же они его не лечили-то? Отвечаю. Даже после того, как стало ясно, что диабет вызывается отсутствием специфических секреций, выделяемых специфическими клетками поджелудочной железы, добыть этот секрет и превратить его в лекарство оказалось очень трудной биотехнической проблемой. Еще один берлинец, Георг Зульцер, первым начал тупо брать на скотобойне свежие поджелудочные железы животных, измельчать, процеживать, разбавлять физраствором и вкалывать коматозным больным подкожно. Акоматол называл он свое лекарство от выражения «а-кома», «антикома». Результаты были смешанными. Сахар в крови пациента временно падал, но при этом появлялись побочные эффекты, которые сами были хуже диабета. Высокая температура, воспаление, то есть это было смертельно опасно. Позже стало известно, что поджелудочная вырабатывает не только инсулин, но также и пищеварительные ферменты, которые ни в коем случае нельзя колоть подкожно. Но главное, они разрушают инсулин. Выделить этот необходимый активный агент из этого супа было архитрудной задачей. И к тому моменту, когда за дело взялся Бантинг, у этой проблемы была длинная и многонациональная предыстория. Большинство популярных рассказов об изобретении инсулина серьезно упрощают события того лета 21 года. По хорошей причине. Потому что история науки крайне редко является прямой, ярко освещенной дорогой от одного знаменательного события до другого, от одного гениального озарения к следующему. История науки, прикладной науки, это запутанный сложный процесс, где из неудач зачастую извлекают больше информации, чем из удач. Наследование идей происходит не напрямую, а извилистыми путями. И роль личности в истории чаще всего куда меньше, чем кажется со стороны, а роль сотрудничества, взаимовлияния и переработки чужих результатов гораздо больше. И значение Бантинга было не столько в том, что он додумался до чего-то, до чего не додумался никто до него, а в том, что он совместно со своими коллегами довел наконец-то до конца большое дело,
начатое не им, и когда он еще под стол пешком ходил. В 1920 году, готовясь к лекции, Бантинг прочтет статью Мозеса Барона «Связь островков Лангерганса с сахарным диабетом с особым вниманием к случаям литиаза поджелудочной железы», в которой автор описывает своего пациента с литиазом, то есть образованием камней, которые закупорили проток поджелудочной. Но самое интересное, что в начале статьи Барон делает пространный обзор экспериментов, в которых ученые нарочно блокировали проток у подопытных животных, чтобы посмотреть, как это повлияет на метаболизм. Начиная с Арназана и Вияра, которые, видимо, первыми в 1884 году вообще придумали перевязать поджелудочный проток у кроликов и обнаружили, что это вызывает склероз тканей. Затем Леонид Соболев в статье 1902 пронаблюдал на кроликах, кошках и собаках атрофию железы с относительным сохранением островков, которые тоже начали отмирать только спустя месяц после перевязки. Аналогичные результаты получал Шульцев в 1900-м, Манковский, статья 1901-го, Зауэрбек в 1904-м, Маккалум в 1909-м перевязал не просто проток, а аж треть железы. Киркбрайт повторила на морских свинках в 1912-м. Наконец, Камимура в 1917-м провел обширные эксперименты на 100 кроликах. Цитирую. В конце первой недели после перевязки он обнаружил очень незначительные изменения. К концу второй недели нормальная структура была утрачена. В ткани с трудом можно было распознать поджелудочную железу. Наблюдалась атрофия с начинающимся склерозом. На пятой неделе было видно очень мало участков паренхимы, и весь орган был заменен соединительной тканью. Однако островки в строме все еще оставались неповрежденными. Через 10 недель произошло сокращение соединительной ткани и начали появляться жировые клетки. Примерно через 15 недель паренхима практически не была видна. Островки, однако, оставались нормальными на протяжении всего периода. Анализы крови и мочи не выявили ни гипергликемии, ни глюкозурии ни на одном из этапов этих экспериментов, и он приходит к выводу, что перевязка протока поджелудочной железы приводит к медленной прогрессирующей атрофии паренхимы, но островки остаются неповрежденными. То есть, переводя на человеческий язык, то, что Соболев первым пронаблюдал фрагментарно, и после нескольких подобных попыток других исследователей Камимура увидит уверенно, если перевязать или закупорить или еще как-то повредить проток поджелудочной железы, соединяющий ее с кишечником, можно добиться омертвения большей части тканей поджелудочной. Но при этом островки Лангерганса остаются живы и сохраняют свои функции. И у прооперированного животного диабет не возникает. Эта статья лежит в свободном доступе, ссылка внизу. Бантинг не был специалистом по диабету. И он был очень вдохновлен этой идеей. А что, если именно таким образом можно изолировать необходимый гормон, прекратив выработку пищеварительного фермента, который его разрушает? И после этого сделать экстракт для лечения диабета не из целой здоровой поджелудочной, а из деградировавшей полумертвой. И с этой идеей он явится к профессору Джону Маклеоду, очень уважаемому физиологу из Университета Торонто. Маклеод не разделил его энтузиазма. Нигде в этих статьях не было показано, что деградировавшая поджелудочная вообще перестала выделять ферменты. Напротив, Камимура специально указывает, что у прооперированных животных не наблюдалось никаких нарушений пищеварения. Но он согласился попробовать, решив, что, может быть, им удастся публиковать статью. Маклеод выделил Бантингу на лето лабораторию, 10 собак и одного студента, Чарли Беста. И эти двое засучили рукава и взялись за работу. Они перевязывали проток одной собаки, дожидались начала отмирания поджелудочной, а потом чего они только не делали.
Они делали экстракт из ее остатков и вкалывали другой собаке, у которой предварительно вызывали диабет полным удалением поджелудочной железы. Они даже делали прямую трансплантацию части поджелудочной от собаки к собаке и ждали улучшения ее состояния. И, о май год, как плохо у них получалось. Даже когда им удавалось добиться временного небольшого падения сахара в крови, побочные эффекты губили подопытных животных абсолютно беспощадно. Их экстракт не работал лучше, чем акоматол Зульцера, а его добыча, операция по перетягиванию протока и попытки сохранить после этого прооперированное животное живым, вы помните, что антибиотиков еще не было, было совершенно кошмарно тяжелыми и чаще всего безуспешными. У них кончились собаки, и пришлось покупать еще на свои деньги на улицах Торонто. Маклеод вернулся из отпуска, полюбовался на результаты этих сопляков, одному 30, другому 22, пришел в ужас от их методологии. У них даже не было контрольных животных. И велел все переделать как следует, и при нем, и сначала подумав. И вот тогда Бантинг предлагает не оперировать взрослых животных, а использовать в качестве источника поджелудочной железы зародышей телят, у которых еще не вырабатываются пищеварительные энзимы, но уже синтезируется гормон. Примерно в то же время они начали разводить экстракт не физраствором, а спиртовым раствором. И это был еще один очень важный шаг, потому что именно спиртовая очистка, а не источник материала, окажется решающим фактором в изобретении лекарства от диабета. К концу лета к команде подключится Джеймс Коллип, биохимик из Эдмонтона, который начал работать над процессом дальнейшей очистки экстракта. И одновременно Бантинг начал пробовать свое детище на людях. До знаменитого успеха в больнице Торонто был еще один опыт. Джозеф Гилкрист, университетский однокашник Бантинга, страдавший диабетом, первым получил дозу. И никакого эффекта она не произвела. Вообще. В первую очередь, потому что была получена перорально, а инсулин разлагается в желудке. О чем тогда никто не знал. В то же время подопытные кролики, которым кололи новый очищенный экстракт, умирали в страшных судорогах. Сейчас мы называем это инсулиновым шоком, когда в крови оказывается слишком много инсулина, а тогда это была еще одна совершенно непонятная загадка. Я рассказываю вам все это, чтобы вы осознали, в ситуации какой неизвестности, какого интеллектуального и психологического давления работали эти люди. Не было никакого внезапного озарения, когда один эксперимент проходил удачно, и все вдруг становилось ясным и очевидным. Это было многомесячное блуждание во тьме, не на удачу, но с постоянными ошибками, возвращениями к началу, повторами, поправками и новыми гипотезами. Несмотря на неудачи и сомнения, Бантинг настаивал, что им нужно начать пробовать их экстракт на людях, потому что все понимали, что у людей и кроликов разная физиология, и надо когда-то начинать. 11 января 1922 года 14-летний Леонард Томпсон первым получил инъекцию. Леонард был при смерти, весил всего 29 килограмм, и его отец дал согласие, потому что ему нечего было терять. Первый укол не принес заметной пользы и вызвал серьезную аллергическую реакцию. Коллип делает еще одну очистку экстракта, и Леонард Томпсон получает вторую дозу 23 января и ряд небольших доз в последующие несколько дней. И вот тут его состояние начало резко улучшаться, и не было никаких побочных эффектов. У них наконец-то получилось. В апреле 1922 года группа Бантинга подготовила статью, обобщающую всю проделанную к тому времени работу, и официально предложила назвать очищенный экстракт инсулином. В октябре 1923 Бантинг и Маклеод будут удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие инсулиновой терапии диабета. Бантинг был в ярости, что Нобелевская комиссия проигнорировала вклад Чарльза Беста и попытался отказаться от премии вообще.
Но в конце концов он ее получил, чтобы немедленно и публично разделить со своим лаборантом. Маклеод решил поделиться деньгами и честью с Коллипом, без метода очистки которого они бы тоже далеко не ушли. Первоначально Бантинг вообще возражал против патентования инсулина. Он считал, что коммерциализировать инсулин аморально. Однако без наличия патента какая-нибудь наглая фармацевтическая компания могла бы монополизировать производство лекарства и устанавливать на него такие цены, какие они пожелают, безо всякого контроля качества. Поэтому Бантинг, Бест и Коллип продали свой патент на инсулин университету Торонто за символическую плату в $1. И университет начал продавать лицензии на производство, получая 5% роялти от дохода с продаж и передавая эти деньги на финансирование дальнейших исследований и надзора за качеством. И с тех пор диабет перестал быть смертельным приговором. Безнадежные дети начали вставать с постели и набирать вес. Они не излечивались от диабета, но они перестали от него умирать. Элизабет Хьюз доживет до 73 лет. Тедди Райдер до 76. Когда он научится писать, он пошлет Бантингу письмо. «Дорогой доктор Бантинг, как бы я хотел, чтобы вы могли приехать и меня повидать. Я теперь толстый мальчик и чувствую себя прекрасно. Я могу залезть на дерево. С любовью, Тедди Райдер». Они будут переписываться до самой смерти Бантинга. Фредерик Бантинг погибнет в авиационной катастрофе 21 февраля 1941 года. Он направлялся в Англию для проведения испытаний противоперегрузочного летного костюма Фрэнкса, который помогал разрабатывать. Вскоре после вылета из Галифакса у самолета отказали оба двигателя, и он упал. 3 из 4 членов экипажа и единственный пассажир Бантинг погибли. Ему было 49 лет. В 1989 году в память о докторе Бантинге и всех людях, умерших от диабета, Ее Величество Королева-Мать, это бабушка нынешнего короля, зажгла пламя надежды в Лондоне, Онтарио. Это пламя будет гореть до тех пор, пока не будет найдено лекарство от диабета. Те, кто найдут лекарство, потушат пламя. На данный момент, я записываю 7 января 2026 года, пламя еще горит, и люди работают по всему миру. Пожелаем им удачи. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. Будьте здоровы. С Новым годом! Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.